Ночь дарит львам огромное преимущество. Темнота становится их главным союзником. Невидимые охотники, львы, обладают невероятной способностью сливаться с окружающей средой. Их золотистая шерсть схожа с цветами засохшей травы, что делает их практически неразличимыми. В этом заключается первый секрет их успешной охоты. Но это лишь начало их великолепной стратегии. Каждое движение тщательно выверено, как будто львы исповедуют своеобразный танец. Они крадутся к своей цели бесшумно, как тени, используя каждую преграду, от кустов до небольших холмов, чтобы скрыться от любопытных глаз добычи. Охота начинается задолго до первого броска. Позиционирование – ключ к успеху. Их обостренное зрение и слух улавливают малейшую деталь, каждое шуршание травы под лапами потенциальной жертвы. Социальная структура прайда также играет немалую роль. Львы действуют организованно, как военная команда. Молодые и энергичные животные занимают позиции впереди, в то время как более опытные держатся поодаль, координируя действия всей группы. Это позволяет им окружить добычу с нескольких сторон одновременно, увеличивая шансы на успех. Когда добыча наконец-то попадает в ловушку, начинается кульминационная часть охоты. Решающий момент наступает молниеносно. Львы срываются с места с невероятной скоростью, что кажется непревзойденным среди других хищников. Захватив свою жертву, они демонстрируют удивительную силу и ловкость. Но даже в этот момент они остаются осторожными. Каждый шаг хорошо продуман, чтобы не допустить ошибок. Успех их охоты — это результат многих встроенных инстинктов и выученных стратегий, которые делают их истинными мастерами своего дела. Однако за пределами этого скрытого мира охоты скрываются и другие, не менее захватывающие события, которые формируют удивительные тактики и стратегии в саванне. За пределами видимой границы в саванне начинается самое любопытное – планирование атаки. Львы – истинные мастера стратегии. Каждое действие выверено и продумано задолго до начала охоты. Наблюдательные и хитрые, они понимают важность каждого элемента – времени суток, расположения ветра и места для засады. Все это – часть их тщательно спланированного замысла. В сердце львиного прайда находится мощный механизм координации. Старшие самцы и самки общаются с помощью тихих рыков и жестов, направляя молодых членов семьи к нужным позициям. Они используют свою интуицию и опыт, чтобы предусмотреть движение стада. При этом каждый участник знает свое место и задачу. Такая слаженность не оставляет шансов их жертвам. Львы предпочитают нападать с фланга, где видимость и защита минимальны. Они движутся однообразно и в единстве, словно один живой организм. Их терпение – не менее важный фактор. Львы могут ждать идеального момента часами, затаившись в высокой траве. Но охота – это не только нападение. Это и искусство отступления, если добыча оказывается сильнее или быстрее. В такие моменты львы отступают с тактической мудростью, чтобы сохранить силы и вернуться с новыми планами. И пока добыча в замешательстве, львы снова замирают, выжидая следующую возможность. Завораживающие стратегии, демонстрируемые этими величественными животными, делают их настоящими мастерами в саванне. Но даже самые умные замыслы могут столкнуться с неожиданностями, когда на сцену выходят новые силы природы. Но что действительно отличает львов от других хищников, так это их способность к стелсу. Их умение оставаться незамеченными основано на тысячах лет эволюции. Они двигаются через саванну с удивительной грацией, каждый шаг отработан до совершенства. Чтобы лишний раз не выдать свое присутствие, львы избегают трещать листвой или ломать сухие ветки. Эта способность требует невероятного самоконтроля и концентрации. Прежде чем приблизиться к стаду, львы оценивают ветер. Он не должен нести запах хищников к жертве, иначе вся операция будет сорвана. Когда ветер играет на их стороне, они начинают приближаться, сокращая расстояние до минимума. В темноте львы полагаются не только на зрение, но и на слух, улавливая малейшие звуки движения. Они знают, что один неверный шаг может стоить добычи. Довольно часто львицы берут на себя основную роль в охоте, пока самцы наблюдают и защищают территорию. Их стройные тела созданы для быстрой и бесшумной атаки. Наблюдая за их движениями, понимаешь, что все выстроено до мельчайших деталей. Львицы крадутся, удерживая голову низко и наступая на мягкие лапы, чтобы не поднять волну пыли. В этот момент они превращаются в почти невидимых охотников, передвигающихся плавной тенью. Этот уровень стелса – результат как интуиции, так и многих лет обучения. Младшие львята изучают это искусство с раннего возраста, наблюдая за старшими и пробуя свои силы в играх. Эти навыки закладывают основу для будущих успешных охот. Однако, как бы ни были львы хитрыми и осторожными, время от времени они сталкиваются с трудностями, которые переворачивают весь план с ног на голову. В сердце каждого львиного прайда скрыта сложная иерархия, которая определяет роль каждого члена в процессе охоты. Львицы, как правило, являются основными кормильцами. Их быстрые и ловкие движения идеально подходят для преследования добычи. Они образуют передовой отряд, который двигается вперед, выжидая идеального момента для атаки.
Мощные самцы, в свою очередь, принимают стратегические позиции немного позади, обеспечивая безопасность прайда и предотвращая возможные контратаки со стороны других хищников. Динамика охоты зависит от четкого распределения ролей. Опытные львицы ведут остальных, используя жесты и едва заметное рычание для координации действий. Молодые львы, недавно вступившие в зрелую жизнь, учатся, наблюдая и подражая, постепенно приобретая опыт. Каждая охота становится для них учебным пособием, и каждый успешный захват пищи– результат коллективных усилий. Интересно, что, несмотря на строгую дисциплину, внутри прайда существует пространство для импровизации. В моменты, когда охота идет не по плану, львы быстро адаптируются, меняя тактику на ходу. Они могут разделиться, окружая добычу с разных сторон, или вдруг скоординироваться в одном стремительном броске. Это показывает невероятное умение приспосабливаться и действовать как единое целое. Как только добыча поймана, череда событий продолжается. Старшие члены стаи первым делом удовлетворяют свой голод, за ними следуют младшие. Эта система не только поддерживает благополучие всего прайда, но и укрепляет социальные связи. Но в дикой природе все не бывает гладко. Иногда львам приходится сталкиваться с неожиданными препятствиями, которые угрожают их жизненно важной пище. В мире диких львов взаимодействие между львицами и львами во время охоты приобретает особое значение. Несмотря на то, что львицы обычно ведут основную охоту, бывают моменты, когда участие львов становится решающим. Самцы, обладающие большей физической силой, играют особую роль в схватке с крупной добычей, такой как буйвол. Их мощь и вес становятся важным фактором в успешном завершении охоты, особенно когда добыча оказалась более стойкой, чем ожидалось. Эта тактика, известная как объединение усилий, требует исключительной слаженности и доверия. Когда львы и львицы работают бок о бок, они становятся практически неуязвимыми. Часто львицы инициируют охоту, подготавливая почву для финального броска самцов. Они используют свой опыт и скорость, чтобы выманить добычу из укрытия, обеспечивая благоприятные условия для решающего вмешательства больших самцов. Слаженность действий достигается благодаря годам совместных тренировок и наблюдений. Молодые львы постепенно учатся понимать невербальные сигналы старших, наблюдая, как родители действуют вместе. Этот процесс кажется почти хореографически отработанным, когда львы заполняют свои роли в охоте. Такое партнерство не только увеличивает их шансы на успех, но и укрепляет социальные связи внутри прайда, что жизненно важно для выживания в сложных условиях саванны. В моменты совместных операций львы демонстрируют высшее искусство координации и сотрудничества. Однако даже с их силой и стратегией опасности подстерегают на каждом шагу. В любой момент охота может превратиться в опасное путешествие, полное неожиданных поворотов и сложных вызовов. Несмотря на все мастерство и стратегию, охота для львов — это не просто захватывающая игра в саванне. Позади каждого успешного нападения скрываются немалые испытания и угрозы, которые могут обернуться для охотников бедой. Одной из главных опасностей являются другие хищники, такие как гиены или леопарды, которые могут попытаться выкрасть добычу. Эти соперники часто следят за львами, ожидая момента, когда уставшие охотники отступят или сделают ошибку. Даже после успешной охоты львы должны быть готовы к схватке за свою еду, защищая ее от жадных захватчиков. Помимо этого, львы сталкиваются с трудностями своей собственной среды обитания. Внезапные изменения погоды, такие как ливни или сильные ветры, могут разрушить их планы. Сложные условия, как пересеченная местность и высокая трава, могут защитить добычу и дать ей преимущество, что делает охоту еще более напряженной. Кроме того, лавирование в такой среде требует невероятной ловкости и координации, чтобы избежать травм. Иногда львы сталкиваются с неожиданно стойкими жертвами. Буйволы, зебры и даже антилопы могут оказаться куда более опасными, чем кажется на первый взгляд. Один неверный шаг и мощный удар копытом может нанести серьезные повреждения, ставя жизнь льва под угрозу. Это требует от всех членов прайда максимальной внимательности и быстроты реакции, чтобы минимизировать вероятность травм. После таких испытаний львы вынуждены оценивать свои ресурсы, силы и здоровье каждого члена прайда. Для выживания в условиях дикого мира важна каждая деталь, и даже самые величественные хищники должны быть готовы к любым неожиданным поворотам судьбы. В тайнах саванны кроется нечто особенное – процесс воспитания будущих охотников. Это начинается с самого раннего возраста, когда львята начинают наблюдать за старшими. Игра – основной инструмент обучения. Младшие особенно активны и любопытны. Играя друг с другом, они развивают реакции и физическую выносливость.
Во время таких тренировок они отрабатывают приемы нападения, броски и уклонения, все, что станет основой их охотничьих навыков. Но львята не только играют. Под чутким присмотром взрослых они также наблюдают за настоящими охотами. Львицы часто берут с собой подрастающих детенышей, когда отправляются на охоту. Это позволяет младшим учиться, наблюдая за действиями опытных охотников. Им показывают, как подходить к добыче незаметно, как оставаться терпеливыми и ждать подходящего момента для атаки. Каждое движение старших — это урок, который они запоминают и потом повторяют. По мере взросления львята начинают участвовать в настоящих охотах, сначала занимая менее значимые позиции, а затем постепенно переходя на более ответственные. Этот процесс обучения занимает несколько лет, и каждый успех или неудача — это важный опыт. Львы известны своей способностью к адаптации. Они учатся не только на своих ошибках, но и от своих сородичей, что делает их полноценными членами прайда. Время обучения превращает львят в опытных охотников, и вскоре они становятся частью сложной цепочки, обеспечивая выживание всего прайда. Через постоянное обучение и практику они поддерживают традиции своего рода, передавая знания следующему поколению. В этом многослойном процессе воспитания скрывается сущность дикого мира, где обучение и выживание идут рука об руку. Но даже самые тщательно спланированные охоты могут внезапно пойти не по сценарию, когда непредвиденные обстоятельства меняют все. В процессе охоты львы часто сталкиваются с неожиданными поворотами событий. Иногда добыча оказывается куда более изобретательной и устойчивой. Бывает, мощная антилопа или буйвол внезапно решает повернуть и атаковать, переворачивая игру с ног на голову. В такие моменты львы должны моментально реагировать, чтобы избежать опасности и сохранить контроль над ситуацией. Такое развитие событий требует от них быстроты и остроты ума. Как неоднократно показывали скрытые камеры, львы обладают выдающимся умением адаптироваться. Они мгновенно меняют стратегию, если первоначальный план провалился. Иногда для спасения ситуации приходится прибегать к спонтанным маневрам, таким как разделение команды или внезапное отступление. В других случаях львы могут быстро объединиться в другой конфигурации, окружая добычу с новой стороны. Эта гибкость и находчивость позволяет прайду не только выживать, но и совершенствовать свои навыки на ходу. Порой неожиданные погодные условия могут серьезно осложнить охоту. Внезапный ливень или шквалистый ветер могут разогнать стадо, создавая хаос. Львы моментально реагируют на такие внешние изменения, стараясь использовать их в своих интересах или отступая, чтобы дождаться более благоприятного момента. В каком бы положении они ни оказались, львы всегда остаются начеку, готовые переходить от обороны к атаке и обратно. Иногда охота может прерваться из-за вмешательства других животных. Посторонние хищники, такие как гиены или даже слоны, могут решительно помешать. Это приводит к напряженным моментам, когда львы должны либо защищать свою добычу, либо решать, стоит ли борьба возможных потерь. Эти моменты наполняют жизнь прайда не только опасностями, но и возможностями для обучения и развития. Именно в таких ситуациях молодые львы и львицы учатся проявлять инициативу и бассейн навыков для будущих побед. В то время как львы знаменитые охотники, они проводят значительное время в играх, развивая навыки для будущих охот. Игра — это не просто развлечение для львят, а важная часть их обучения. Эти маленькие хищники без устали преследуют друг друга, отрабатывая точность прыжков и ловкость в движениях. Играя с братьями и сестрами, они учатся координации и совершенствуют свои рефлексы. Во время игровых сражений львята пробуют различные приемы, нарабатывая навыки, которые в будущем будут необходимы для охоты. Они учатся держать захват, переплетая свои лапы вокруг сородича, отрабатывая атаки и уклонения, применяя удивительную скорость. Наблюдая за их играми, можно заметить, как младшие львы развивают стратегическое мышление, выстраивают тактики и планируют движения, которые позже будут использовать на настоящей охоте. Скрытые камеры показали, что в таких играх львята также оттачивают социальные навыки. Они чередуют агрессию с уважением, учатся распознавать границы и сигналы, когда нужно остановиться. Это помогает создавать доверие и понимание среди членов прайда. Даже взрослые львы иногда принимают участие в этих играх, показывая сложные приемы и вовлекая младших в реалистичные сценарии охоты. По мере взросления львята участвуют в более сложных и продолжительных играх, где начинают тестировать выносливость и терпение. Такие упражнения необходимы, чтобы подготовить молодняк к будущим реальным вызовам в жестокой и непредсказуемой саванне. Игры, которые львы устраивают на закате, становятся не только формой общения, но и фундаментом, на котором строится их охотничье мастерство, обеспечивающее выживание всего прайда.
Когда охота завершена, начинается не менее увлекательный процесс раздела добычи. Эта часть львиной жизни открывает завесу на сложные социальные ритуалы внутри прайда. Первенство в распределении пищи, как правило, отдается старшим и более опытным членам. Самцы, обладая большей физической силой, зачастую забирают лучшие части мяса, следом идут ведущие львицы, которые проделали основную работу на охоте. Молодые львы и львята должны проявить терпение, ожидая своей очереди. Однако это не просто хаотичное пиршество. Здесь действуют строгие правила и иерархия, которые поддерживают гармонию внутри группы. Каждый из старших следит за молодыми, которые в это время не просто ждут, но и наблюдают за поведением старших, учась уважать социальные нормы прайда. Эти наблюдения помогают им понять важность каждой роли в охотничьей цепочке и осознать, как их собственные действия влияют на успех всей группы. После насыщенного ужина львы часто отдыхают рядом с добычей, следя за тем, чтобы ее не похитили другие хищники, такие как гиены или леопарды. Эти хищники обычно не рискуют нападать на прайд, но славятся своей хитростью и могут ждать момента, когда львы будут менее бдительны. В таких ситуациях львы проявляют единство, защищая свою пищу, что позволяет им укреплять социальные связи и подтверждать свою силу в дикой природе. При вечернем закате, когда царит ощущение выполненного долга, прайд расслабляется. Это время не только для питания, но и для общения, укрепления связи и восстановления сил. В этот момент львята пользуются возможностью поиграть и отработать навыки, которые они наблюдали во время охоты. Эти часы помогают прайду восстановить баланс и подготовиться к новым испытаниям. За пределами натянутых мышц и острых когтей скрывается удивительный мир, где каждый член играет свою роль в сложной социальной системе, обеспечивающей выживание всего сообщества.